Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Голос верующего». Я говорю с тобой сейчас как мужчина, который знает это чувство, когда ты стоишь с истиной в сердце, а вокруг тишина и недоверие. Когда тебе не верят, это не конец, это начало испытания. Если это видео откликается тебе, поставь лайк и подпишись, чтобы не потерять этот путь. В Библии сказано: «Камень, который отвергли строители, стал главою угла». Псалом 117, 22. Когда тебе никто не верит, первое, что нужно сделать — не оправдываться. Оправдание рождается из страха, а страх не от Бога. Я учу себя молчать и укрепляться внутри. Господь за меня, не убоюсь. Что сделает мне человек? Недоверие людей — это фильтр. Оно отделяет тех, кто с тобой временно, от тех, кого Бог оставит рядом. Видел, как люди ломались не из-за лжи, а из-за желания быть понятыми. Когда тебе не верят, не доказывай, а живи так, чтобы время говорило за тебя. Иисус молчал перед обвинителями, потому что знал, истина не нуждается в крике. Во множестве слов не миновать греха. Притчи 10:19. Твоя тишина — это сила, а не слабость. Когда вокруг сомнения, я делаю второе. Укрепляю основание. Молитва становится глубже, не громче. Вера тише, но тяжелее. Я напоминаю себе: если Бог за нас, кто против нас? Римлянам 8:31. Люди могут не видеть твоего пути, но Бог уже видит финал. Именно в этот момент важно не сойти с дороги. Бывают моменты, когда даже близкие не верят. Тогда я учусь не ожесточаться. Обида — это яд, который разрушает изнутри. Христос сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Матфея 5:5. Когда тебе не верят, сохрани сердце мягким, но позицию твердой. Это редкое сочетание, но именно оно отличает зрелую веру. Я наблюдал, как люди, над которыми смеялись, становились ответом на молитвы других. Не все обязаны верить в тебя сейчас. Даже Иосиф был отвергнут братьями, прежде чем стал спасением для них. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Если ты сейчас в темноте, досмотри это видео до конца. Здесь ключ. В момент, когда никто не верит, я напоминаю себе: Бог не консультируется с мнением толпы. Он поднимает тех, кого считает нужным. Давида не заметили, но Бог выбрал. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 1 Царств, 16 глава, 7 стих. Если тебе это откликается, подпишись и поставь лайк, чтобы этот голос не потерялся. Важно понять, недоверие — это проверка мотивов. Ты делаешь это ради одобрения или ради призвания? Когда исчезают аплодисменты, остается истина. Верный в малом и во многом верен. Я учусь быть верным, даже когда никто не смотрит. Именно тогда формируется характер, а не репутация. Я советую не менять путь из-за давления. Мир любит быстрые доказательства, но Бог работает через процесс. Когда Ной строил ковчег, ему не верили, пока не пошел дождь. «Верую, Ной приготовил ковчег». Евреям 11:7. Твоя вера может выглядеть странно сегодня, но завтра она станет спасением. Если сейчас тебе больно от недоверия, не закрывайся. Используй это как точку роста. Я говорю себе: если Бог молчит, значит, Он работает. Терпением вашим спасайте души ваши. Самое важное еще впереди. Не уходи, дальше будет то, ради чего ты начал смотреть. Когда тебе не верят долго, появляется искушение свернуть. Я учусь в этот момент стоять и не менять направление. Бог часто допускает одиночество, чтобы убрать лишние голоса. «Успокойтесь и познайте, что я Бог». Псалом 45:12. Тишина не наказание, а подготовка. В ней формируется внутренняя опора, которая потом выдержит любой шторм. Я видел людей, которые бросали дело за шаг до прорыва, потому что устали от сомнений окружающих. Поэтому я говорю себе:
Результат принадлежит Богу, верность моя. Не утомляйтесь делать добро, ибо в свое время пожнем. Когда никто не верит, именно постоянство становится твоим самым громким свидетельством. Однажды я понял, недоверие людей — это не диагноз, а этап. Даже Иисусу не верили в его родном городе. Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем. Марка, 6 глава, 4 стих. Если ты сейчас чувствуешь себя недооцененным, ты в хорошей компании. Это значит, что твой путь выходит за рамки привычного. В такие моменты я перестаю искать поддержки у тех, кто не готов ее дать. Я иду туда, где источник. Молитва становится разговором, а не просьбой. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Когда тебе не верят, неси сомнения не людям, а Богу. Он выдержит. Есть момент, когда Бог начинает менять не обстоятельства, а тебя. Ты становишься спокойнее, увереннее, глубже. И тогда люди чувствуют, в тебе есть то, чего они не могут объяснить. Мир Божий сохранит сердца ваши. Если ты дошел до этого места в видео, поставь лайк и подпишись. Это важно для распространения этого слова. Я понял. Когда тебе не верят, это шанс научиться ходить верой, а не эмоциями. Вера — это решение идти вперед без подтверждений. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Иоанна 20:29. Именно такие люди меняют реальность. Не самые громкие, а самые стойкие. Со временем происходит удивительное. Те, кто сомневался, начинают задавать вопросы. Не потому, что ты доказал, а потому, что Бог явил плод. По плодам их узнаете их. Пусть твоя жизнь станет ответом, а не спором. Это самый сильный аргумент веры. Если сейчас ты на этапе, где никто не поддерживает, знай, Бог ближе, чем когда-либо. Он особенно рядом с теми, кто не сломался. Господь близок к сокрушенным сердцам. Псалом 33:19. Не ускоряй процесс. Все, что выстоит здесь, устоит и дальше. Я говорю это как наставление. Не ищи веры людей, ищи одобрение Бога. Оно тише, но надежнее. Когда Он открывает дверь, никто не сможет ее закрыть. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Откровение 3:8. Твое время придет точно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если эта история помогла тебе, поставь лайк, напиши комментарий и подпишись на канал «Голос верующего». Поделись этим видео с тем, кому сейчас не верят и кто на грани сдаться. Ты можешь стать для него знаком, что Бог рядом, и Он еще не сказал последнее слово.